Если тормозит YouTube, в описании инструкция, как бесплатно ускорить. В общем, об этом сегодня весь ролик. В России продолжают пытаться ломать YouTube. Это главная новость недели, и в ее рамках нам нужно обсудить несколько важных вопросов. Во-первых, почему YouTube так хотят в России выключить? Во-вторых, почему именно сейчас? В-третьих, как вас пытаются обмануть? И что со всем этим делать? Тут пару слов про обман. Блокировка YouTube – это решение российского государства. Никакого отношения к самому сервису блокировка не имеет. Google никак не препятствует работе YouTube в России. Если посмотреть отзывы о приложении YouTube в Google Play или App Store, то мы увидим, далеко не все понимают, что происходит. Многих обмануть удалось. Многие думают, что это YouTube сам себя сломал, накатил какое-то не то обновление или наложил на россиян санкции. Но это не так. Это делают российские власти. Почему для Путина так важно зарубить любую независимую информацию? Разве мало ему радио, телевидения, всех газет и журналов, собственных электронных СМИ для донесения своей пропаганды? Зачем нужно громить все вокруг? А причина такая. Авторитарная власть нуждается в монополии на информацию. Не в доминирующем положении, а именно что в монополии. Только монополия дает необходимые эффекты. Первый эффект, самый очевидный – отсутствие выбора. Тут как у Жванецкого. Если у вас в комнате только одно окно, то у этого окна рейтинг 100%. Очень сложно усомниться в официальной точке зрения, когда эта точка зрения существует в вакууме, когда нет возможности легальным способом найти альтернативу. Второй эффект – маргинализация любой точки зрения, которая не совпадает с генеральной линией. Вот вы смотрите меня или какого-то другого независимого спикера на Ютубе, и просто по счетчику просмотров, по комментариям вам очевидно, вы не один такой. Антивоенная и антипутинская позиция не плод воспаленной психики, как пытаются внушить, не галлюцинация. Вокруг много нормальных людей, которые придерживаются тех же взглядов. Задача любой диктатуры – сделать несогласие с собой психическим отклонением. Представить его психическим отклонением. Сделать так, чтобы вы думали, всех вокруг все устраивает. Значит, поддерживать происходящее – это норма, а не поддерживать отклонение. Дескать, вы какой-то не такой. Так уж устроен человек, что никаких изначальных истины, лжи, греха и добродетели для него не существует. Многочисленные исследования показывают, люди охотно отвечают, что дважды два – 5, если все вокруг них говорят, что дважды два – 5. Это не хорошо и не плохо. Это наша эволюционная адаптация как коллективных существ. Социальный инстинкт нам говорит, если все вокруг считают, что мы не правы, если наши точки зрения радикально расходятся с групповой, то проблему нужно искать не в окружающих, а в себе. Это работает всегда, везде и со всеми, неважно, насколько умным кто себя считает. Каждый чувствовал этот эффект на себе. Из двух кафе, где сидит один человек и куда стоит длинная очередь, мы обычно выбираем то, куда очередь. Выходя из поезда, мы скорее смотрим не на указатели, а на то, куда идут остальные пассажиры. Пусть бросит в меня камень тот, кто ни разу через силу не смотрел сериал или не слушал музыку и не покупал что-то, что ему совершенно не по душе, просто потому, что все вокруг в восторге. У кого не проскальзывала подспудная мысль, если всем нравится, а мне нет, то это значит, со мной что-то не так. Задача пропаганды при Путине – убедить вас в вашем индивидуальном сумасшествии. Создать иллюзию, что все вокруг, ваши коллеги, друзья, семья, каждый прохожий на улице, считают иначе. Согласны с тем, что развязать войну – единственно верное решение. Что вечное правление Владимира Путина – благо для России, а самое большое счастье для русского человека – сложить голову в очередном штурме украинской деревни. Все это делается для того, чтобы вы боялись высказать или даже просто иметь при себе отличную от официальной точку зрения. И не из страха наказания, всех-то не накажешь, дубинок столько нет. Но потому что сами убедили себя. Ваши мысли, например, о ценности человеческой жизни, это какая-то ересь. Даже не высказывание, а просто сама мысль уже отклонение от нормы. Так формируется спираль молчания. Если у государства имеется абсолютная монополия на информацию, оно создает воображаемую норму, присоединение к которой граждане начинают считать нормой социальной. Если из всех утюгов вам говорят, что война – это мир, вам потребуется невероятные усилия воли, чтобы не присоединиться к этому мнению, предположив, что все вокруг считают именно так. Любая брешь в госмонополии на информацию тут же разрушает иллюзию.
вы вдруг видите, что существуют на свете люди, которые не выглядят как клиенты психдиспансера, не пускают слюни, доносят ложку до рта, аргументированно и нормально разговаривают, на том же языке, что и вы, живут рядом с вами и при этом разделяют вашу точку зрения. А еще вы вдруг понимаете, что таких людей-то много, и окружающие, возможно, тоже не считают вашу точку зрения сумасшествием. А их молчание или даже декларативная поддержка происходящего вызваны теми же мотивами, что и у вас. Адекватная точка зрения тоже кажется им чем-то ненормальным. Они тоже себя убедили, что если назовут черное черным, то вы сочтете их безумцами. Это единственная причина блокировки Ютуба. Не потому, что телевизора недостаточно, а потому, что кроме телевизора не должно быть ничего. Государства делают вашу жизнь хуже только за тем, чтобы ни с кем не конкурировать, внушая вам, что черное – это белое, что зло – это добро. Вам приходится тратить деньги на VPN, приходится прилагать специальные усилия для просмотра любимых авторов. И неважно, какой контент вы смотрите – образовательный, развлекательный, кулинарный, политический, видосы про путешествия или обзоры гаджетов. Важно, что ваш ежедневный образ жизни разрушают самым грубым и подлым образом. С единственной целью – чтобы любое несогласие с происходящим вокруг делало вас в ваших собственных глазах одиноким психом. Ваш месячный платеж за интернет теперь будет включать в себя дополнительные 500 рублей за VPN, видимо. И единственная причина этой траты – государство, не желающее, чтобы кто-то ему мешал вовлекать вас в собственную бредятину. На этом стоит каждый режим, подобный нашему. Любой бред становится нормой, а в случае, если у него вообще нет никакой конкуренции. Поэтому советская власть сгонялась за сам издатом, который выходил просто сотнями, даже не тысячами экземпляров. Поэтому Владимир Путин очень хочет выключить вам YouTube, чтобы вы случайно не посмотрели по нему меня. У вас не должно быть легкого доступа к адекватно высказанной позиции на русском языке, противоречащей государственной линии. Вы не должны ее увидеть в хорошем качестве. Ее не может высказывать российский политик в пиджаке и в студии с российским флагом. Не должны вы промотать комментарии и увидеть там тысячи таких же, как вы, людей из всех уголков России, которые смотрят то же самое и с этим согласны. Но окружение Путина очень хорошо понимает, в явном виде такое делать нельзя. Нельзя просто выйти и сказать: мы выключим вам YouTube, то есть сделаем вашу жизнь хуже, потому что не можем заткнуть рот десятку независимых медиа, которым YouTube дает площадку. Для нашего режима это слишком опасно, они это понимают. Формат блокировки, выполненный в форме постепенного замедления YouTube, вам пытаются продать как инициативу самого YouTube. Как последствие решений Google, который ушел из России и перестал обслуживать собственное оборудование, отчего сервис работает все хуже, до степени полного паралича. Тут важно проговорить еще раз. Google не имеет к этому никакого отношения, к тому, что YouTube перестал открываться без VPN. Google с начала войны, вызвавшего уход многих глобальных компаний с российского рынка, ведет себя эталонным образом. Потеряв возможность зарабатывать в России с рекламой и подписок, потеряв Россию как рынок, YouTube ни в чем российских пользователей не ограничит. Мы знаем противоположные примеры. Некоторые компании сильно ущемили российских пользователей, но при этом продолжают зарабатывать на России, а вдобавок еще и подчиняются российским цензурным ведомствам. Google в число таких компаний не вошел. Весь функционал, который не отрубило само российское государство, вроде рекламы, YouTube оставил в том же виде, как было до войны. Погром YouTube – сознательное действие администрации Владимира Путина. Тут нет никаких других виновных. Может возникнуть вопрос, а почему они начали этот погром только сейчас? Ведь уже почти 3 года воюют. Убедить каждого, кто сомневается в необходимости убивать и умирать за руины очередного украинского села, каждого, кто сомневается в божественном праве Путина властвовать вечно, убедить такого человека в том, что он маргинал-одиночка, такая идея ведь возникла не вчера. Но причина вот в чем. Наша власть, как известно, верит в бесконечную силу бабла. Они долго очень надеялись задушить независимые каналы запретом рекламы, например, и подобными методами. А миллиарды, закачанные в ВК-видео, были предназначены для импортозамещения Ютуба. И они надеялись, что это сработает. Мол, как уйдут все туда топовые блогеры вместе со своей аудиторией, тут-то всемирный видеохостинг и станет никому не нужен. Закончилась эта история ровно так, как заканчивается каждая история с импортозамещением.
На российский сервис переползли только те, кого с Ютуба выгнали без права на амнистию. А потом утонули в забвении, подбирая крохи случайного зрительского внимания. Идея потратить немыслимое бабло на то, чтобы сделать себе площадку, где комики с ТНТ будут развлекать публику под присмотром товарища майора, привела к закономерному результату. Миллиарды потрачены были, но все до одного, у кого была возможность вернуться на YouTube, туда потихонечку вернулись. Стало понятно, что ВК как был даром никому не нужен, так и остался. В очередной раз выяснилось, что в созидании наш режим не умеет в принципе. И тогда Владимир Путин перешел к единственному, что у него неплохо получается в последние годы – к погрому и разрушению. Дело нехитрое. Если нельзя сделать свой параллельный правильный YouTube, где рецепт кексов и лекция по физике будут, а независимой журналистики не будет, значит, надо просто уничтожить тот, который есть. Насколько режим Путина в этом уничтожении преуспевает? Насколько мы можем видеть, пока не преуспевает вовсе. Для наших граждан YouTube стал не просто одним из сервисов в интернете, он стал частью образа жизни. В YouTube весь контент со всего мира на любые темы. Под него можно засыпать, можно успокаивать ребенка в очереди к дантисту. YouTube развлекает, YouTube учит чинить ноутбук. По YouTube можно не только научиться готовить стейк или ремонтировать автомобиль. При определенной самодисциплине можно новую квалификацию освоить и к экзамену подготовиться. Все эти заменители YouTube просто курам насмех. Примерно как куском хозяйственного мыла заменить кусок сыра. И эта истина не нуждается в том, чтобы ее проговаривать. Эта истина настолько самоочевидна, что граждане, которые слово VPN не слышали никогда, массово пошли его себе устанавливать. И пожилые люди в их числе, про которых все почему-то думали, что они не справятся. А ничего, справились. Или внука попросили помочь. Но установили и смотрят. Потому что информацию люди хотят смотреть ту, которую хотят и к которой привыкли, а не ту, которую товарищ майор одобрил. Да и в целом, без Ютуба вообще непонятно, зачем в квартиру витая пара заходит. Зачем платить за интернет, в котором нет интернета? Понятно, что политически активные граждане, готовые к такому развитию событий, установили VPN в числе первых и уже давно. Ведь интересоваться политикой в России без VPN уже и так невозможно. Поэтому аудитория общественно-политических каналов почти не пострадала. Но сейчас, чтобы там не говорили о падении трафика YouTube до нуля и полной его блокировке, эти меры бьют лишь по тем, кто и в мыслях не держал за какой-то политикой в YouTube ходить. По тем, кому лекции о древних цивилизациях подавай. VPN сейчас стал не роскошью, а средством передвижения в интернете, без которого просто нельзя интернетом полноценно пользоваться. И в этом, кстати, ответственность и социальная нагрузка такой продвинутой аудитории, как у меня. У вас, скорее всего, все везде куплено, установлено и настроено. Но не забывайте, вокруг вас много людей, которые еще вчера не интересовались политикой и той частью интернета, которая оказалась заблокирована. Для которых возня с протоколами, настройками, с поиском нужных сервисов и их оплатой – это китайская грамота. Ваши родители, друзья, коллеги сейчас точно хотят вернуть себе полноценный интернет. Интернет, в котором будут люди, которые расскажут им, что вообще за херня произошла. Поэтому не забывайте помогать ближнему. Поставил VPN себе, научи товарища. Мы, как я уже сказал в начале, как раз прикрепили инструкцию внизу. Если у вас или у ваших знакомых тормозит YouTube, посмотрите ее. Мы эту инструкцию регулярно будем обновлять. К хорошему быстро привыкаешь. Где открылся YouTube заради обзора нового айфона, там и я появлюсь. Там откроется и «Медуза», и «Медиазона» со списком погибших на войне. И совершенно не вовлеченный в политику человек может обнаружить, что нормальных людей-то больше, чем кажется. Что адекватная картина мира не повод самостоятельно переодеваться в смирительную рубашку. Большие и важные вещи, ставшие частью образа жизни, на то и важные, что желание их вернуть может очень сильно изменить взгляды на мир. Где откроется маленькая форточка в нормальность, там откроется сразу все. Поэтому не нужно вестись на пропаганду апокалипсиса. Дескать, наше государство такое эффективное, что сказало гражданам не смотреть, они и послушали. Наши граждане не просто не послушались, они сейчас скорее посмотрят то, что не собирались, но ради блокировки чего YouTube и громят. Поэтому не нужно сейчас впадать в уныние, нужно действовать. Расскажите тем, кого знаете, что происходит, почему это происходит, и помогите им обойти блокировки. До завтра.